Знаете, что это у меня такое? Это два кейса для M2 NVMe SSD. Они почти одинаковые, выглядят, по крайней мере, одинаково. На них есть вот такие вот резиновые чехлы, все классно, и это Ugreen. Ugreen один у нас 20-гиговый, 20 Gbps, а второй у нас 40-гиговый. При этом 40-гиговый с активным охлаждением, с USB 4, конкретно с интерфейсом NVMe Express, то есть он работает через Thunderbolt, если он у вас есть. Если он нет, он будет, конечно, работать в USB 3.2, 2x2, как вот этот вот 20-гиговый. Но это настолько крутые вещи, о которых мы сегодня будем говорить на канале Технозон. Поехали! Слушайте, мы на сайте производителя и продавца, само собой, у нас производитель является продавцом. Ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео. Советую пойти посмотреть актуальную цену, возможно там распродажа и промокоды, кстати, Ugreen раздает очень часто. А еще прошу вас подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. В общем, чем интересны диски? Подходят для M2 NVMe Express. Советую всю информацию смотреть на сайте, именно на который я вам дал. Но чем они примечательны? Дело в том, что они оснащены системой охлаждения, то есть 20-гиговый оснащен у нас системой пассивного охлаждения, при этом диск не нагревался больше 36 градусов во время тестов. Вот этот вот имеет интерфейс USB 4, немаловажный факт, и плюс нагревался диск не более тоже 36 градусов при скорости более чем в 2 раза выше, чем у 20-гигового. Отлично работающая штука, при этом у нее цена. Давайте так, $33 стоит 20-гиговая, а 40-гиговая стоит 64 бакса, чуть меньше, чем в 2 раза. Но при этом за эти деньги вы получаете, знаете что, просто максимальную производительность. Я вам покажу прямое копирование, где он не проваливается, ничего. Это значит, что диски не тротлят, они не перегреваются, это все отлично. Но тут все зависит от качества тех дисков, которые стоят внутри. И наличие тех необходимых интерфейсов. А то вы сейчас насмотритесь на 40-гиговый, подключите нам к какому-то древняку и скажете: Бабл, ты нас надурил. Или еще тем хуже, поставят там какой-нибудь King Spec китайский и будут требовать от меня максимальной производительности. Конечно, так не бывает. То есть в 40-гиговой вообще нужен PCI Express 4.0 на X4, да, для того, чтобы мы обеспечили максимальную производительность. Поэтому, ребят, смотрите, мы сейчас их распакуем, мы их тестируем, а потом делаем выводы. Та-ра-та-там. Та-ра-та-там. Два, ребята, два. Это 20 гигабит, этот 40 гигабит. USB 4, это USB 4 M2 NVMe, а этот M2 NVMe SSD Enclosure на USB 3.2 2x2. То есть максимально он поддерживает, потому что 20 гигабит. Слушайте, ну давайте распакуем. Я думаю, что одного, наверное, хватит. Тестировать, конечно, будем два диска. Хотя, наверное, надо распаковывать оба, да? Могут быть разницы у нас какие-то. Смотрите. Вот он какой красавчик. Вот он какой красавчик. Слушай, я тебе скажу сразу. Он просто топ. Он просто топ. Смотри. Давай 40-очку распечатывать. 40-ушка. Смотри. Два практически одинаковых. 1.40 Gbps, 1.20. Слушай, они красивые. Снимается это вот таким вот образом. То есть у нас здесь кант такой позолоченный. Интересно, как она разбирается. Сейчас будем раскручивать. Сейчас посмотрим, что у него в аксессуарах. Во-первых, этот от 20-ки, этот от 40-ки. У нас на боках есть Type-C порт. На других боках ничего нет. Везде диффузоры охлаждения. Сам он по себе алюминиевый, полностью алюминиевый. Теперь смотрим аксессуары. У нас есть обязательно всегда Ugreen кладет отверточку. Смотрите, отверточка раз. Есть у нас термоинтерфейс обязательно. И вот такой вот винт, это для креплений. Раскрывается это все дело вот так вот. Смотрите. Раз. Винтик убираем. Все. Вот эта штука, она переносная, по сути, она может запасная, потому что у нас винт один. Выкручивается таким вот образом и монтируется SSD-шник сюда. Сейчас попробуем. Сзади больше ничего не открывается, так же как и в этой части. Смотрите, то есть у нас есть вот такой вот длинный винт, и здесь все приблизительно то же самое, кроме того, что здесь активное охлаждение. В 40-ке активное охлаждение, я бы советовал бы ее изначально брать, это просто топ.
То есть здесь у нас, видите, у нас вот такая вот есть турбинка, которая выдувает сюда. Здесь такой турбинки нет, да он и легче на самом-то деле. То есть это такие топовые штуки. В комплекте к 40-ке у нас идет, смотрите, более толстый кабель по ходу. О, у нас 2 кабеля вообще к 40-очке. А ну подождите. У нас точно такая же отвертка, точно с таким же интерфейсом термо. Есть кабель 1, кабель 2. Сейчас мы вскроем его, посмотрим, что у нас там за кабель 1, кабель 2. Кабель Type-C на Type-C. Это, кстати, нифига себе кабель, вы по толщине посмотрите. Это дата кабеля, чтобы вы понимали. И есть у нас кабель Type-A на Type-C. Тоже, ну это 3.0 кабель. Но это тоже очень хороший кабель. Здесь у нас всего лишь один кабель Type-C на Type-C для 20-ки. Больше другого не дано. Хорошо. Теперь я вам скажу так. Я использовал до этого вот такой вот Ugreen на постоянно использовал. Буду, конечно же, от него уходить потихонечку. Здесь было все просто. Я буду, кстати, использовать Kingston Fury. Это у нас KC 3000. Очень классный SSD NVMe диск. Смотрите, то есть монтаж у нас происходит вот таким вот образом. То есть мы замонтировали, вставили, нанесли термоинтерфейс, сняли. Некоторые снимают вот эти штуки, некоторые нет, но обычно снимание вот этой наклейки не ведет к потере гарантии, то есть вы обязаны ее оставить. Я не снимаю, хотя если я знаю, что диск уже вышел из гарантии, то, конечно же, есть смысл снять и забыть про это дело. То есть наносится термоинтерфейс таким образом и закрывается вот эта штука. Сначала начнем с тестирования именно ее. Вошло. О, смотрите, плотнячком. Во-первых, смотрите, как у нас здесь происходит отвод тепла. В версии на 40 гигов у нас отвод тепла идет на верхнюю крышку. И здесь у нас есть активное охлаждение. Отвод тепла на 20-гиговой версии, мы ее обязательно сейчас тоже потестируем, на 20-гиговой версии идет на верхнюю крышку, и через пассивное охлаждение здесь у нас охлаждается сама по себе плата. И плата сама по себе тоже выходит вот на заднюю крышку, то есть на заднюю крышку охлаждения. Здесь нет таких скоростей, для которых нужно было бы активное охлаждение. Я думаю, что можно уже брать это все дело, подключать и тестировать. Я подключил сейчас 40-ку. И что я могу сказать? Для начала мы посмотрим, что нам покажет наш диспетчер задач. У нас здесь стоит USB 4, поэтому мы как бы с вами все должны протестировать на максимальной скорости. Это у нас на Intel Core Ultra 9, то есть это самое последнее, что есть из процессов, поэтому эта штука конкретно для него. Мы видим, этот Kingston появился у нас, вот, пожалуйста, в диспетчере задач. Все как бы хорошо. Смотрим мы с вами. Давайте, Crystal Disk Mark у нас запущен. Давайте мы его запустим, Crystal Disk Mark. Обязательно Crystal Disk Info запустим для того, чтобы видеть температуру во время теста. У нас же все-таки здесь активное охлаждение. Активное. Давайте Crystal Disk Info посмотрим. Выбираем диск D. Мы видим, что на текущий момент температура 29 градусов. 29 градусов оно держит температуру на таком адаптере. А теперь мы его загрузим по полной. Мы ставим ему прокачку, давайте на единичку, давайте мегабайты в секунду. Но у нас же мегабайты и гигабайты в секунду. GBS это не GBPS. Вот для того, чтобы получить GBPS, нужно MBS умножить на 8, чтобы вы понимали. Стартуем диск D. И будем обновлять пока Crystal Disk Info для того, чтобы следить за температурой. Чтобы мы, то есть пускай здесь читается, а здесь мы поехали, пообновляем чуть-чуть. 29 градусов. Я не знаю, вообще он ее изменит или нет. 30. 30 на тесте пошло. 31, 32. То есть это немаловажный аспект. Сейчас мы увидим с вами цифры. Немаловажный аспект, сколько конкретно греется данный диск в данном кожухе. Ну, блин, люди постоянно спрашивают, а температура какая? А то еще какое? То есть 32, 34, 35. Короче, ребят, ждем. Вернемся через секундочку. Ну все, провели тест, а сейчас я вам расшифрую результаты этого теста. Если мы возьмем с вами
обыкновенный калькулятор. И вот 3838 умножим на 8, то мы поймем, что это 30 Gbps. Это 30 гигабит работает вот эта штука, 31 почти. Тут еще нужно учитывать, что это все-таки ноутбук, не стационарный компьютер. И при этом это Intel Core Ultra, и еще будут драйвера дописываться, да и разные системы бывают. Но то, что эта штука работает отлично, это супер. Смотрите, сам по себе диск 38. При тесте сам по себе кейс нагрелся. Сам по себе диск 38, и это очень хорошо. Это значит, что сам по себе диск охлаждается отлично, а система охлаждения выводит все на наружный корпус и через активное охлаждение. Это нужно понимать, что диск греется, это нормально. Так и должно быть. То есть это значит, что правильно построенная система охлаждения. Я переключаю сейчас свой SSD-шник на 20 Gbps модуль. Конечно же, буду использовать тоже термоинтерфейс в обязательном порядке. Объясню, в чем разница. Я сейчас его замонтирую, покажу вам. Дело в том, что 20 Gbps он не трансфертит, скажем так. Вот, видите, я уже замонтировал диск. Сейчас просто ставлю термомодуль, термоинтерфейс, закрываю и все. Так, термоинтерфейс возьмем и крышку от этого с термоинтерфейсом. Мы должны с вами честно показать температуру данного устройства. Абсолютно честно. Все должно быть честно. Теперь включаем USB Type-C на тот же самый лэптоп. Сейчас у нас задетектится. Так, выключаем. О, все обновилось. У нас диск D открылся. У нас еще тест на прямое копирование будет. Давайте не забывать. Теперь мы с вами берем и включаем тот же самый Crystal Disk Mark. Crystal Disk Info есть. Сейчас мы его обновим. На текущий момент 38 градусов. Диск, теплая крышка, он сейчас охладится. Хотя я даже долго не собираюсь ждать. Стартуем ту же самую процедуру. И сейчас пообновляем еще с вами это все действие. Да, он пошел читать. Короче, я сейчас по первым цифрам уже скажу, сколько здесь. По первым цифрам, 40 гигабитный меня вообще удивил. Вот он, видите, я его раскрутил с активным охлаждением. 1381. Давайте я вам сейчас скажу сразу же, сколько это будет у нас по скорости. 1381 умножить на 8. Сейчас 11 Gbps. Но это дело в том, что опять же не максимальная скорость, которую он может показать. Честно, это классные карманы для SSD. Давайте пообновляем чуть температуру. А этот 20 Gbps на Crystal Disk Info у нас не отдает инфо по смарту, чтобы вы понимали. Сейчас посмотрим. Или просто его надо перезагрузить. Сейчас увидим. 1539, даже больше у нас получается. А не, все отдает. Все, это просто я чуть-чуть гоню. 31 градус. 31 градус на текущий момент. Даже 20 Gbps, без активного охлаждения не греется. 1539. Сейчас еще в прямом копировании что видим. Умножить на 8. Пожалуйста, 12 Gbps. 12 гигабит. Прикол. Вообще просто прикол. При этом в тестах от больше 31 градуса нифига не греется. Класс, просто класс. Я решил себе 40-гиговую оставить вообще себе. Просто. Потому что у меня уже появились компы на USB 4. Это вот, знаете, на будущее, это USB 4. Это уже USB 4. Сам по себе здесь кейс греется намного меньше, чем кейс на 40 Gbps. 20-гиговый греется меньше. Я понимаю, почему здесь активное охлаждение, потому что скорости совсем другие, в 2 раза выше. Так, вот смотрите, здесь интерфейс UASP, NVMe Express, а здесь было конкретно как... Воу, двушечка, смотрите, 2038 умножить на 8, 16 Gbps. Это очень быстрая штука. При этом за какие деньги? Вы видели, сколько это стоит? Слушайте, температура максимум 34 градуса. Я температуру даже мониторить не хочу. Вот вообще, даже ее мониторить нет смысла. 20-ка работает отлично. Сейчас прямое копирование запилим. Очень интересно. Слушайте, это можно уже останавливать. Давайте прямое копирование. 34 градуса. Ребята, это просто топ. А вот сейчас момент истины. Чтобы вы понимали,
Прося меня, допустим, скопировать большое количество файлов, тут будет зависеть не от кейса, а от наличия кэша в вашем SSD-шнике. Тут все еще зависит от SSD-шника, который у вас стоит. Потому что вы можете поставить какую-то фигню и сказать, смотри, как копируют хреново. А я вам могу сказать, что, ребят, надо честно тестировать. А давайте поставим на прямое копирование, посмотрим, насколько его он вытянет у нас в прямом копировании. Воу, вы видели? 1.5, 1.7 выходило. 1.67 было в пике. Гигабайт, это гигабайт, ребята, это гигабайт в секунду. Это просто трэш. Смотрите, какое ровное копирование, ничего не проваливается, вообще ничего. Это гигабайт в секунду. У нас было топово 1.67, сейчас вот мы как раз получим 13 Gbps. Да, это вот фактические цифры, но все еще может зависеть от самого SSD диска. Но то, что это вот практически полный аналог, вернее практически полная скорость, это вообще отлично. Возвращаю на 40-ку и прямое копирование в том числе мы сейчас с вами проведем. Обязательно. Переставляю. Ух, какие у нас крутейшие штуки, а. Но правда, знаете, под такое надо и диски хорошие брать. Сюда купить такую штуку и поставить какой-то гнусный диск, я думаю, это будет большая ошибка. Прям серьезно говорю. Бывает такое. Так, включаем прямое копирование. Так, включили. Есть. Так, отсюда удаляем Gemini и берем, копируем те же самые большие файлы. Там можно что-нибудь другое скопировать сейчас. Да нет, Gemini, уже привычно. Давайте копируем, вставляем 1.8, 1.76, 1.83 в прямом копировании. Слушайте, а у нас же может приемный диск не брать больше. Слушайте, да, реально, а как его тестировать? У нас принимающий диск не пишет больше. Здесь стоит дешевый диск. Я в шоке, поэтому ориентируемся с вами конкретно на тесты. То есть это 30 Gbps, а он на прямом чтении, на прямой записи вот такую вот фигню у нас выдает. Это 40-шка. Ай-яй-яй-яй. Ну, вот так вот есть как есть. Я должен показать правду. Но это у нас конкретно не проблема самого диска. Это проблема конкретно. Сейчас запущу опять наш тест на 40 гиговом. И вы увидите, что у нас из этого получится. Кстати, вот то, что у нас стабильный не проваливающийся график, говорит о том, что вот 3.829, матенька божья. Смотрите, 3.829 умножаем на 8 и получаем 31 Gbps. 31 Gbps. Все как и было заявлено. Ребят, готов прорезюмировать эти два девайса чудесных, прекрасных от именитого бренда. Переходим. В качестве выводов скажу, я не то что рекомендую, я 40-гиговый оставляю себе однозначно на полное последующее использование, буду его использовать постоянно. Мой старичок Ugreen, он не идет на покой, он будет использован в более медленных дисках. У меня вот такой вот Ugreenчик, я вам показывал на распаковке, а этот у меня кочует как второй диск, то есть как внешний диск на мой новый ноут. У меня новый ноут на 4090, я туда залеплю сейчас его как дополнительный диск, вообще будет шикарно. Но мы рекомендуем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.